Доброго дня, добрые люди! Будем с вами в этом видео разбирать, что же нам приготовили редакторы журнала Бурды на февраль 2023 года. Должна сказать, что они поменяли концепцию содержания журнала. Теперь Бурда Стайл включает в себя размеры от 36 до 42 размера абсолютно все модели, и некоторые, выборочно некоторые модели с 34 размера, а некоторые до 48. В этом выпуске всего 3 модели 34 размера, я показываю 2, и 5 моделей до 42 размера, и даже 2 мужские выкройки. Предыдущий мой разбор вам понравился обилием похожих примеров с подиумов актуальных коллекций, и в этом разборе я тоже постаралась соотнести журнальные модели с теми, которые представлены на подиуме. Хотя это оказалось несколько проблематично по причине того, что этот выпуск не такой остромодный, как предыдущий. Ну, прям пришлось покопаться. В общем, но я все равно постаралась. Некоторые аналоги я и вовсе не нашла. Но сейчас разберемся. Например, вот это платье с обложки, сколько я не искала, прям очень сильно похожего не нашла. Есть, конечно, что-то отдаленно напоминающее, но все же не удовлетворили меня эти варианты подиумные. Журнал нам все так же предлагает несколько коллекций, конкретнее 3 в этом выпуске. Первая из которых про стиль. И вот здесь сразу идет юбка на поясе с кулиской из плессированного материала. Хотя из-за узора плесе мало заметно. В целом конструктивно юбка вполне себе имеет место быть, но визуально этот образ для меня лично провальный. Из-за несочетания пояса и заправленного в него такого тяжелого кардигана, такому объемному массивному кардигану, нужно что-то более мощное на поясе, чем это вот тоненькая кулисочка, чтобы сдержать его. Широкий ремень, например, идеально бы сюда вписался. Ну а юбка это просто прямоугольник, здесь больше времени займет обработка отверстий под шнурок, чем сам пошив юбки. Хотя здесь 3 точки дается, наверное, как раз за счет обработки пояса. Эти 3 точки здесь и возникли. Дальше идет платье в стиле сафари. Так, давайте вернемся к юбке и рассмотрим подиумные варианты, я же про них не рассказала. В целом это универсальная выкройка и может быть применена в любое время моды. Однако на подиумах тоже есть прямоугольники, собранные на пояс. Особенно мне нравятся макси-варианты на широком поясе, а еще больше с макси разрезом. Такие юбки и выглядят аттрактивно, и шьются быстро, легко, и изюминка в них тоже имеется. Ну вот теперь можно пойти дальше. Платье в стиле сафари на этом развороте нам дали. Хотя журнал это платье называет платьем в духе 70-х. С этим тоже трудно поспорить. Эти накладные карманы как раз и на 70-е могут намекать. Завязки на талии делают то же самое. На этом платье мы видим тройную кулиску и обилие шнурков по талии, что и на подиумах в этом году предполагается. И если продолжать рассматривать технический рисунок, то можно понять, что это платье-рубашка прямого кроя со всеми вытекающими, также чуть спущенное плечо и рукав 3/4 снизу на резинке. На подиумах подобные конструкции платья-рубашки с накладными карманами по груди тоже можно встретить, хоть и не так часто. Это довольно ходовая и применимая в жизни конструкция. Так, если мы дальше пойдем, следующая модель это брюки с широкими завязками на поясе из хлопкового сатина. Прямые базовые брюки с удобным мягким поясом на резинке, спереди молния с гульфиком, косые карманы с подкройным бочком, спереди и сзади выточки. Функциональные, комфортные брюки, можно нашить множество брюк по этой выкройке из разных тканей, как с завязками, так и без них. Как на зиму, так и на лето, и вообще на все времена года. Это будет не остромодная вещь, это брюки про каждый день и в любое время моды. Такие более универсальные брюки вне времени. Так, дальше идет платье с запахом из вискозы с тропическим принтом. Легкая, ненавязчивая и прям летняя из-за принта. Рукав здесь цельнокроенный, запах достаточно сдержанный, закроет все, что нужно закрыть.
По талии спереди и сзади выточки и плюс пояс в качестве сдерживающего элемента. На мой взгляд, это платье больше подходит для лета, хотя, может, кто-то летит в теплые края и уже сейчас ему нужно такое платье. Вот такая возможность есть сейчас прям взять журнал и сшить по этой выкройке подобное платье. Рядом блуза из серсакера. Здесь мы опять видим запах, который застегивается на пришивную кнопку. Сам запах тоже элегантный, лаконичный, ничего лишнего не открывает. Плечо здесь спущенное, рукав вточной, снизу на резинке. И сборка. Резинка оформляет ту самую сборку. Так, это, конечно, повседневная блуза для разнообразия кроя в гардеробе. Меня лично она не привлекает, потому что это просто не мой стиль. А вот клетка виши, как оказалось, еще актуальна. Я думала, прошлый сезон закрыл эту тему, но нет. Вот благодаря этому разбору выпуска я об этом и узнала. Вот уже не зря полистала журнал, да? В качестве следующей модели нам дают укороченный плащ из хлопка с покрытием. Из конструктивно интересного это капюшон, объединенный в цельнокроенную деталь с отлитной кокеткой спереди. То есть капюшон плавно перетекает в кокетку. А так тут еще прямые широкие рукава, прорезные карманы с клапанами, отложной воротник и однобортная застежка. Вообще этот плащ, вернее его конструкция и детали очень близки по духу с тем, что можно встретить на подиумах в этом году. На поверку оказалось, что это довольно-таки актуальная модель. На следующей странице все очень лаконично. Женская блуза и мужская рубашка. Блуза из поплина, опять с тропическим принтом. По горловине сборка, собранная на стойку. Застежка на пуговицах, плечо на месте, рукав снизу расширен и присборен на классический манжет. Словом, все как сейчас предлагают дизайнеры. Вся эта пышность, воздушность, легкость в этой блузе сочетаются и присутствует, собственно говоря. Рядом мужская рубашка с цельнокроенной планкой, отложным воротником и кокеткой по спинке. Так, тут не планка, это цельнокроенный подборд. Рада, что добавили мужские выкройки. Надеюсь, теперь это будет регулярно. И наши коллекции мужских выкроек тем самым пополнится. Еще бы размеры поменьше добавили, чтобы на сына можно было шить. Здесь дальше следующая модель, это футболка со сборками по боковым швам. На данном этапе это первая модель, которая меня заинтересовала. Кстати, в этом журнале объявлен конкурс по Германии. Нужно сшить модель из этого выпуска и отправить фотографию модели на себе и получить возможность выиграть фотосессию со стилистом. И по окончании фотосессии все вещи предлагаются в подарок. И я вот раздумываю, что же можно сшить, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Как будто бы мне ничего не нравится из этого выпуска. Но футболка, конечно же, актуальна за счет сборок. Эти сборки просто заполонили подиум и настаивают, чтобы их носили. Ничего против сборок я не имею. Интересная деталь. Главное, чтобы она была в выгодном месте. А вот будут ли выгодны здесь вот эти сборки, вот так по бокам, эта фотография не раскрывает нам этот аспект. Рядом платье с заложенными по полочке и спинке складками из смеси льна и хлопка. В складках тут заложены и нагрудные выточки, и талиевые. Талиевые, к слову, можно сильнее заложить, если хочется больше подчеркнуть талию. По спинке есть молния, поэтому надевать и снимать в любом случае будет удобно. Хоть это платье и не вызывает у меня желания сшить его, однако на подиумах тоже есть нечто подобное из более струящейся ткани. Тоже свободная и тоже со складками от горловины вниз. И если уж про подиумы зашла в речь, то вот в том году весной было прям очень похожее платье в более короткой длине. И если захочется укоротить это платье, то оно вот примерно вот так будет выглядеть, как вы это могли видеть на фото. Еще одно свободное платье без рукавов, уже из трикотажа с вырезами по плечам. У нас уже было когда-то такое, но сейчас такие разрезы продолжают эксплуатироваться и набирать популярность. Есть разные вариации вырезов по плечам, среди которых именно вот такие, как нам предлагает журнал. Да и подобное платье-труба тоже активно предложено на предстоящий сезон, так что это платье
Это вот та самая актуальность в этом году. Еще одна мужская выкройка. Это рубашка. Нет, как тут написано, это куртка из льна. Сшита по похожей выкройке, что и рубашка с пальмами, за исключением наличия у этой куртки стойки в конструкции отложного воротника. Ну и наличием карманов и длиной рукавов. Еще эти рубашки отличаются. Дальше здесь идет пошив куртки, но мы с вами сразу перейдем к следующей коллекции про тренды. На этой странице нам собрали подиумные варианты в стиле спортивного шика. Никогда такого не было, и вот опять, да. Ну что ж, мода циклична, хотя это даже, наверное, и не цикл, а я предполагаю, что это выросли те, кто видел в детстве, как их мамы щеголяли в таких образах. Теперь им тоже хочется вот так ходить, так одеваться, потому что это тот самый вкус детства. Здесь нам дается самый классический жакет среди классических жакетов, я имею в виду крой. Он и в эпоху оверсайз не будет выглядеть старомодно, и в эпоху приталенности, в общем, и вашим, и нашим. А белый цвет придает жакету благовидности, благородности. Но с выбором цвета и качеством ткани нужно быть аккуратным и дотошным, я бы даже так сказала, потому что белый пиджак, белый жакет может по итогу превратиться в куртку продавщицы из далеких годов. Просто у меня был уже такой опыт, сшила я себе летний жакет и вот не ношу, потому что он слишком белый, ткань мягкая, пластичная, может и на фотографиях он и выглядит нормально, но в жизни у меня такое ощущение складывается, что это то ли медицинский недохалат, то ли я буфетчица в нем. Ну, хотя с белыми брюками выглядит, конечно, шикарно. В общем, этот вопрос нужно будет изучить. Вот, сочетание ткани с выкройкой. Следующая модель – это выкройка футболки с длинным рукавом на базе футболки со сборками по боковым швам, которые мы уже видели. Здесь ее предлагают внедрить в образ в спортивном стиле. И, на мой взгляд, такая футболка, если сшить ее из спортивного трикотажа, очень хорошо будет себя вести на тренировках. И при этом будет еще и нетривиально выглядеть. И как раз тут есть прорези для большого пальца. То есть она прям вот спортивная-спортивная. Рядом на странице платье с застроченными складками по полочке из хлопка и платье-рубашка с воротником-стойкой тоже из хлопка. С синим платьем уже все ясно, а оранжевое собрало из актуального в себе и полоску, и цвет. Мы все знаем, что оранжевый сейчас очень активно эксплуатируется на подиумах. Таких полосатых платьев тоже прям множество было на показах, ну, как и оранжевых. И именно платьев-рубашек. Единственное, что смущает, это спущенное плечо. Вот в данном случае в сочетании с длиной рукава оно сильно расширяет плечевой пояс. Но в принципе, если кому нужен такой эффект, то вот она, эта выкройка, как раз подходит. Идем дальше и видим брюки карго. Ну куда же без них? Безусловно, в этом сезоне, как и в предстоящий, это тренд. Горячий, сдобный, тренд на расхват. Конечно, тут дело вкуса. Меня, например, не тянет носить такие брюки. Но тренд есть тренд. В кого-то он попадает, а в кого-то мимо пролетает. Эти брюки с приточным поясом, кокеткой сзади, с молнией спереди, карманы с подкройным бочком и накладные карманы по бокам. Крой у брюк прямой. Все просто и тривиально, однако актуально. Рядом юбка выше колена из пике. Спереди и сзади по талии заложены складки, образуя пояс. Есть шлевки, ремень и молния сзади. Насчет актуальности ничего не скажу. Подобные теннисные юбки хоть и встречаются иногда, но там складки более активные, чем в этой юбке. Хотя, если учесть, что сейчас все имеет право на существование, то можно и такую юбку носить. Ну, в общем, это одна из тех моделей, которых я не нашла похожих в том, что предлагают дизайнеры. Далее футболка пола из трикотажа пике. Это тоже, конечно, актуальная конструкция, как мы можем видеть на подиумах, однако шить такую футболку не так-то просто. Стойка из трикотажа может быть не очень податливая, поэтому стоит выбирать более стабильный трикотаж для пошива этой футболки. Здесь же на фотографии рядом майка с прорезями по плечам на основе платья, и на следующей странице распашонка из хлопка.
Цельнокройный рукав, манжеты и горловина обработаны контрастным кантом. Как и предыдущие модели, эта модель тоже совсем летняя, но можно взять пример у Max Mara и сшить эту модель, например, из эко-кожи, укоротив рукав, а для тепла носить с водолазкой или с рубашкой. Тоже будет здорово. Дальше худи, платье в совсем спортивном стиле, хотя выглядит оно довольно женственно. Конструктивно тут разбирать почти нечего, все очень просто технически, но в обработке треугольной горловины и вот этих разрезов с кнопками понадобится чуть больше, конечно, внимательности, чуть больше времени. Так, про актуальность. Дизайнеры, вот Ральф Лоран в частности, тоже показали немало моделей в стиле преппи и даже один очень похожий образ. А у другого дизайнера я подсмотрела идею вшить бахрому по разрезу. Можно оставить только один разрез и оформить его бахромой, а если же вы смелая особа, то оба разреза можно украсить бахромой и щеголять вот в таком интересном платье. Рядом мы видим бомбер, или как тут написано, блузон из полиэстера. Среди всего этого обилия укороченных бомберов один можно сшить как раз по этой выкройке из выпуска. Это не совсем стандартная вариация бомбера, ну или блузона, но тут все как положено. Манжеты по рукавам, молния, карманы и собранный низ изделия. Но собран он как раз не на подвяз, что является интересным элементом, а при помощи защипов спереди и сзади. Карманы здесь тоже не совсем обычные, это накладные карманы с кулиской, со шнуром-резинкой в ней. Ну и застежка тоже отличилась, она здесь разделена на две части. Каждую из них можно застегнуть отдельно, оставляя расстегнутой вторую часть, если хочется. Так, дальше идет топ-побратим. Ранее упомянутого платья мы его уже видели. И платье почти футляр из жаккарда с мелким узором. Мы в Телеграме уже разобрались, на какую прошлую модель оно частично похоже. Верхняя часть прям полностью идентична, а юбки, как мы видим, вот они разные. Данное платье, вот оно больше приближено к платью футляр, нежели прошлое. Прошлое оно больше про силуэт песочные часы. В качестве трендовой выкройки нам дается выкройка бермуд. Подождите, а про тренды... Так, ну вот на это платье мало нашлось примеров, но в целом вот такие силуэты, они имеют место быть, они в общем на подиумах есть. Однако без вот такого декоративного элемента по проймам. Ну а в качестве трендовой выкройки нам дается выкройка бермуд в шоколадном цвете из купры. У Max Mara чуть ли не такие же шорты были на показе. Конечно, они технически другие, но настроение вот у них одно, и смотрятся такие шорты в монохромном образе просто безупречно. Эти бермуды спереди с защипами, стрелки отпарены, пояс на резинке, прорезные карманы сзади и косые боковые карманы спереди. Как и молния с гульфиком. Можно добавлять, убавлять длину этим шортам, а при желании можно и вообще брюки сшить по этой выкройке. А следующий отдел посвящен офисному стилю. То есть мода модой, а на работу ходить, конечно, никто не отменял. Ну вот мы здесь сейчас и рассмотрим, какие выкройки даются на этот случай. Здесь мы видим тунику из вискозы, спущенное плечо, рукава с рубашечными манжетами на пуговицы, один край которого остается открытым, я имею в виду край манжеты, воротник стойка, заканчивающийся завязками, шарфиком, V-образный вырез по горловине, нагрудные выточки тоже есть и разрезы по боковым швам. Совершенно базовая, совершенно универсальная модель на любой рост и под любую ткань. Рядом хлопковая блуза приятного бутылочного зеленого цвета, воротник стойка, отложной воротник, отложной воротник на стойке, отрезная планка, рукав 3/4 присборенный снизу на узком и объемном манжете и такая же сборка по горловине, что на самом деле является интересным приемом, которым пользуются и дизайнеры в этом году. Да, на будущие сезоны они показали вот похожие, нечто похожее. Следующий блузон
очень похож на ранее встречавшийся, но посыл и настроение у этого более строгое, более официальное за счет отложного воротника, за счет цвета и более классических и понятных карманов. Все-таки там они более озорные, я бы так сказала. Даже в ярком и пестром прочтении этот блузон будет выглядеть не менее сдержанно за счет вот такого отложного воротника. К слову, такие укороченные курточки уже поселились на подиумах. Осталось перекочевать им в магазины, к швеям под лапки и, как следствие, в гардеробы. Рядом еще раз модель юбки уже из костюмной ткани. И выглядит она за счет выбора ткани уже не так легкомысленно и непринужденно, как вот ее сестра-близнец. Здесь она уже более серьезная, более офисная и более работоспособная. Следующая модель — это еще одна блуза-распашонка. Вот в прямом смысле она крыется ровно так, как распашонка. Здесь в боковые швы еще вшиты широкие завязки, а по горловине кулиска на широкой резинке. Рядом также простая юбка из сирсакера, из сложного, а точнее из того, на что уйдет больше времени. Это притачивание пояса и втачивание молнии. Остальное — это прямые простые строчки по ровному полотну. В этой юбке ничего сложного в пошиве не находится, не нашлось. Так, здесь мы видим платье с обложки. Платье сестру модели в белом цвете. На подиумах, как я уже сказала, встречаются похожие силуэты, но это платье отличается, конечно, декоративными элементами, которые обрамляют пройму. Ну, довольно милое, сдержанное платье, хоть и не в моем вкусе. Я такие конструкции, они мне, наверное, не идут, поэтому я их и не ношу. На следующей странице удлиненная романтичная блуза. Романтичная она за счет конструкции рукава. Он такой расширенный к низу и присборенный на широкий, на очень широкий манжет, который в свою очередь застегивается всего на одну пуговицу сверху. И нижние края остаются свободными. И венчают это все завязки, продетые в шлевки по манжету. Волшебный, в общем, одним словом, рукав. Остальное технически все как у обычной рубашки. Сзади кокетка, стойка, отложной воротник, что тут еще? Цельнокроенная планка. И еще есть нагрудные выточки и разрезы в боковых швах. Это вот та модель, которую я бы с удовольствием сшила и носила из-за этих невероятных рукавов. На подиумах тоже есть что-то похожее. Где-то горох, где-то объем по низу рукава, где-то завязки на манжете, а где-то такой же широкий манжет. Но Бурда собрала сливки со всего и добавила это все в одну модель. Получилось очень шикарно. Ну а рядом не менее нарядное платье из вискозы на запах. Тут нарядность достигается скорее за счет принта ткани, потому что крой довольно лаконичный, простой. Запах, талиевые и нагрудные выточки и цельнокроенный рукав. Собственно, вот и весь крой. И одно платье на подиуме мне напомнило очень сильно принт вот этого журнального платья. Но в целом запах актуален, тиражируется в производстве, а главное, востребован и носится. Это всегда интересно, хоть и не всегда удобно. Иногда запах, конечно, норовит раскрыться, но здесь довольно-таки он сдержанный. А завершает подборку офисных моделей блейзер из смеси вискозы и льна. Здесь прорезные карманы в рамку, двубортная застежка, отложной воротник, лацканы и рельефные швы. Все лаконично, все со вкусом и с классическими нотками, особенно вот из этой ткани. Подиумные варианты тоже выглядят строго, лаконично, как раз для осени. Далее идет пошив блузона с воротником, вот этого блузона. И у Бурды есть свой YouTube канал, и там на этом канале есть видео пошив этого блузона. Можно не только в картинках его посмотреть, но и видеоверсию изучить. И здесь идут наглядные примеры сочетаемости элементов гардероба. Здесь воочию видно, как можно интересно сочетать модели из журнала. Интересно и даже неожиданно. Это вот в отношении платья из трикотажа с вырезами по плечам. Может, когда-то бы я и додумалась надеть вот такое платье с блейзером, но с Бурдой это озарение, конечно, пришло гораздо быстрее. И завершающий аккорд этого выпуска — анонс на следующий, который у нас уже выйдет 1 февраля.
Подзатянула я, конечно, с разбором из-за пополнения в семье, ну, буду исправляться. Пополнение в семье — это щенок, не так давно с нами живет теперь щенок, и его адаптация и наша занимает много времени и сил, в общем, поэтому я подзатянула с этим вот выпуском. А выпуску я поставлю 3 из 10. Это, наверное, от того, что поменялся размерный ряд и исключены из наполнения детские выкройки. Ну, я стараюсь, в общем, выжимать максимум из имеющегося, пока вот, собственно, оно имеется. Ну а мы увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока. Пока.